Друзья, всем привет! С вами канал Живой Футбол, и сегодня у нас на тесте два легендарных мяча из абсолютно разных вселенных. Первый – Adidas Jabulani, один из самых непредсказуемых мячей, по мнению большинства вратарей. Второй – Select Brilliant Super, настоящая классика сшитого мяча, считается очень стабильным и очень жестким. Но что если я вам скажу, что даже вот таким камнем можно исполнить knuckleball с траекторией не хуже, чем Jabulani? Сегодня мы это проверим. Knuckleball вот этим кирпичом. Это вообще трэш полный, это... Какой камень. С Эликтом я бы так не попал. Невозможно отбить без боли. Просто Knuckleball с Эликтом сейчас был. Итак, первый мяч у нас на очереди, всем известный, всеми любимый или нелюбимый, если вы вратарь, Adidas Jabulani. Про этот мяч мы уже подробно рассказывали в отдельном видео, поэтому сильно углубляться не будем. Кому интересно, ссылочка в описании. Итак, 2010 год, 8 панелей на термосклейке, прорывная на тот момент технология, супер округлая форма, классный дизайн, мягкие на ощупь и очень приятные панели из полиуретана, в общем, топчик. Все бы ничего, но в футбольных, особенно в вратарских кругах, мяч обрел славу самого неприятного и непредсказуемого мяча. Приятный мяч Jabulani. Jabulani всегда мне нравится. Она непонятна. Любой удар, она как... Да? За такой новый сейчас придется выложить минимум 25-30 тысяч рублей, что даже по современным меркам довольно много для профессионального мяча. Даже не довольно много, а до хрена, если прямо говорить. Кому он вообще за такие деньги нужен? Ну а это Select Brilliant Super. Все время думал, что он Brilliant, а он на самом деле Brilliant. Один из самых жестких и дубовых мячей. Этакий футбольный кирпич. По сути, полная противоположность Jabulani. При появлении на футбольных коробках вызывает боли в области голеностопа и приступы тошноты у молодого поколения еще до начала игры. Ну а если серьезно, это профессиональный матчбол с пометкой FIFA Quality Approved, 32 синтетические панели, сшитые между собой вручную, гладкая поверхность, что, конечно, негативно сказывается на его сцеплении во время дождя. По сути, этот мяч не менялся на протяжении последних 25 лет. Считается очень стабильным, и именно поэтому его так любят футболисты постарше. Купить такой можно в районе 5-7 тысяч рублей. Но вот такой ли он стабильный и можно ли даже этим кирпичом исполнить knuckleball, сегодня мы это выясним. Блин, в такой холод лупить еще вот по этому камню. Лучше бы сидели дома в тепле и смотрели бы футбол. Или кино. Или кино, еще лучше. Кстати, в ОКО есть классная подписка Optimum, которая совмещает в себе трансляции главных спортивных событий как в прямом эфире, так и в записи. Плюс у вас доступно огромное количество киноконтента для просмотра с семьей. Реально удобно. Теперь не нужно платить за разные подписки. Optimum объединяет в себе сразу две, ну и стоит значительно дешевле. Обзоры матчей, трансляции, фильмы и сериалы – все в одном. А еще можно настроить автооплату с карты, чтобы не заморачиваться каждый месяц с платежами. Переходите по ссылке в описании и оформляйте эксклюзивную подписку в ОКО. У нас сегодня будет несколько испытаний для мячей. Первое – это на прием, второе – на точность передачи, и третье – это Knuckleball Challenge. И помогать нам сегодня в этом всем будет гуру Knuckleball Алексей Гуркин. Тоха, привет. Таму жуну. Таму жунту, ману. Таму жунту. Ваш канал очень давно смотрю, уже, наверное, лет 9. У вас всегда поражало качество роликов. Стараемся. Сегодня нужно планочку держать и Конечно. постараюсь. Я в тебя верю. Не разочаровать ваших подписчиков. Мы же сегодня совместно, я так понял. Мы Какого-то против противостояния. вратаря. Да. Сегодня... Вратарь ты я. Ну, это громко сказано, конечно, но... Вот ты таким мячом играл? У нас были тоже 32-панельные дербистары, которые зимой просто превращались вот в шар для боулинга. Было очень тяжело ими бить, но иногда нам привозили какие-то пацаны хорошие мячи, и после них они летели гораздо мягче, гораздо легче. Ваша задача протестировать эти мячи, понять разницу, почувствовать ее, рассказать ребятам и постараться исполнить knuckleball
вот этим кирпичом. Чтобы развеять вообще все мифы о том, что наклбол можно исполнить только джебулани. Наклбол как по-португальски? Knuckleball. Наклбол. Ну что, сейчас длинные передачи. Постараюсь максимально лялю, Слав. Хорошая! Пойдет? Кайф. И обратная. И обратная. Красота. Принимай подарочек. Ой, хороша. И прием, и в одно. Реально, знаешь, он сам как будто набирает мячик. Джебулани отлично принимается, чувствуется, траектория неплохо рассчитывается, несмотря на то, что мяч якобы нестабильный. Ну, видите, все сами. Конечно, было бы более объективно, если бы на канал «Живой футбол» в качестве гостя пришел бы Хаби Алонсо, и он бы здесь длинные передачи раздавал. Я предлагаю переходить уже на селект. Вот тут будет интересно. Вот тут на контрасте. Сейчас сразу все станет понятно. Ну какая? Чуть жестковат, но в целом нормально. И в выгоре прям. Хорош, да. Лучше. Такой камень. Спас. После джебулани, когда бьешь такой же силой, он как будто метров 5 не долетает. Угу. Видишь, у него он даже не долетает до меня. Хороша. Принимать, кстати, вот в целом, наверное, даже проще селек. Ты когда его принимаешь, такое ощущение, что он не так сильно отскакивает. И я заметил, при диагоналях он теряет инерцию очень быстро в сравнении с джебулани. Джебулани прям... Друзья, сейчас у нас будет дроп-тест. Мы сравним отскок и упругость этих мячей. Посмотрим, какой из них подпрыгнет выше. Я думаю, это будет джебулани. Ну что, мячи мы накачали до одинакового давления. Сейчас их будем сбрасывать. Первый джебулани. А теперь селек. Короче, вот ниже. По картинке было видно, что джебулани отскочил все-таки выше. Это означает, что он более упругий. Соответственно, при одинаковой силе удара он будет лететь дальше и быстрее. Погнали на следующий тест. У нас сейчас испытание на точность. По 5 передач у каждого одним мячом, по 5 передач у каждого другим. Слав, джебулани должно быть 5 из 5. Погнали. Точно это надеюсь. Одна есть. Туда его. Аккуратненько. Хорошо. Ну давай теперь селектами прям подряд. Я тогда попробую пару классеров, чтобы именно максимально сравнить контраст. Ай, свал. Ой, почти девятка. Опа, Я селект, я сразу представляю какую-нибудь Англию, натуральное поле в грязи и прыжки с двух ног. А джебулани это принять рабоной, ударить 40 метров. A la izquierda para Van Bronkhorst. Controla con la izquierda, saca el disparo. ¡Golazo! ¡Qué golazo acaba de marcar Gio Van Bronkhorst! ¡Espectacular! На колбол с селектом получится? Я думаю, получится. Ну, Санька на воротах, поэтому залетит точно. Не факт, что на колбол, но что-то точно залетит. Ну что, перестрелка начинается, ребята исполнят одинаковое количество ударов обоими мячами, ну и посмотрим, сколько же наклболов удастся исполнить селектом, а сколько джебулани. Счетчик пошел. Санька! Сейчас попробую мягкого дать, как я говорил, типа такого расслабленного. Получилось. Хорош, Джебулани! Селектом я бы так не попал. Славик, чё комментарий не даешь? Да, что тут комментировать? Приехал дыра. Вы слышите, орет. Надо зашить, походу.
Какая у него инерция, а? Ну вот тяжело. Невозможно отбить даже без боли. У него видно, что прям приходится. Ой-ой-ой. Я ногой больше его не буду фигачить. Вот себе. Хорошо. Реально дерьмище, я не понимаю, как такие мячи, блядь, вообще попали в люди. Это что, наклбол с селектом? Просто наклбол с селектом сейчас будет. Слав, как ты это сделал? Даже не знает сам, как это сделал. Сашка, давай. Что сейчас прям, знаешь, так прям, ух. Это пиздец. Сейчас показалось, что да, он прям делает концерт. В него приходится вкладывать больше сил ребятам, такой более дубовый, но в целом, блин. Хочется прям вот так. Ой! Ой! Реально прогрелись, ребят. Ой-ой-ой. Закрой руку. Нет! Так, ну что, Сань, скажешь ты вообще по ударной серии? Это ужасно. Во-первых, Слава, и во-вторых, Леха, в-третьих, этим, как его, селектом, в-четвертых, Джабулани. Это вообще трэш полный. Это Какой тебе мяч больше в итоге не понравился? я на селект не прыгал практически, потому что он очень дубовый. На морозе это, по сути, это как холодное оружие. Если Слава бьет селектом, это почти что как человек с ножом. По На факту, некоторых да. футбольных полях он Головой я бы им точно бить не стал. После удара данным мячом селект, удар Джабулани чувствуется раза в 1,5 сильнее, потому что мяч как будто легче и как будто летит гораздо сильнее. Лично мне так казалось. Года 1,5 назад удалось пообщаться с Денисом Колодиным. Я не мог у него не спросить, потому что самый сильный, наверное, удар на российском футболе. Но играем ведь! Колодин, добрый вечер! И он как раз сказал, что в молодости они играли мячами селект, и после этого адидасовские летели просто как пули. А удалось ли поиграть где-то селектом? Ну, селекты раньше мы все играли, когда в чемпионат России 2002 год, 2003 мы играли селектами, поэтому они тяжелые. Ага. Поэтому, наверное, ногу и набил, что потом с адидасами играешь, поэтому мяч летит хорошо. С точки зрения аэродинамики, что он, конечно, постабильней. Тот же наклбол был, Я но... извиняюсь, сними, пожалуйста, Саня. Профессионально снимает. Оператор Сразу видно подъехал. с опытом человека. С опытом и с интеллектом обезьян. Цель-то выполнили. Задачу, Даже да. с селектом, да, можно ударить так, что мяч плавал. Изменял траекторию, то есть вполне хороший наклбол был. Результат превзошел мои ожидания. Я не знаю, как ваши, но я прямо действительно удивился. На канале «Живой футбол» смотрел ролик «Наклбол баскетбольным мячом». Мне кажется, после баскетбольного мяча хоть селек, хоть, не знаю, что угодно, Дерби Стар. Ну Это да. семечки. И следующее я предлагаю испытывать шар для боулинга. Там люди в комментариях писали. Сань, что скажешь? Я против категорически. Саня за. На сегодня будем заканчивать. Огромный. Всем удачи и... Адьос, амигос, тому жунту. Всем пока.